Дорогие друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Я хочу дать отклик по поводу курса Павла Оболенского «Крыло времени». В первую очередь хочу выразить благодарность за те результаты, которые были достигнуты с помощью этого курса, и подчеркнуть, что это эффективное средство, это эффективная машина передвижения или машина модуляции, создания вашего пространства времени. Значит, цикл основан на Цолькин, это древнее знание, древний календарь майя, и он отражает реальные физические особенности пространства и времени, или физические особенности движения в пространстве и времени, если вы желаете достичь результата. То есть каждый день из 12 шагов, из 13 шагов подразумевает свое некое простое, достаточно простое действие, которое в итоге к 13-му дню приносит результат и переносит вас из вашего, так сказать, необустроенного пространства или пространства с проблемами в пространство, в котором проблемы эти решены. С вашей помощью, при вашем участии, с помощью простых шагов. Значит, могу сказать, что этот курс принес мне, открыл мне много нового видения того, чего я делаю и чего я не делаю, и чего я делаю неправильно. И позволил мне буквально за первые 3 дня получить гигантский отклик от Вселенной в виде предпосылок, в виде возможности к достижению результата, который поставлен был в первый день. В последующие дни эта история доразвернулась, и на выходе к 13-му дню я получил и новое видение себя, раз. Я получил отклик от среды по поводу того, что я делаю, как я делаю. Я занимаюсь технологиями восстановления здоровья. И позволил мне в течение этого же времени найти несколько партнеров потенциальных. Позволил мне проверить некоторые мои теории на практике по поводу дальнейшего развития. И суммируя, могу сказать, что цели, проставленные в первый день, за 13-дневку, большинство целей было решено положительно. Главной целью я ставил подготовку к некому важному периоду. В общем-то, я получил практически все, что хотел, даже больше. Оказывается, Вселенная при адекватных простых действиях и контроле личном и контроле с помощью группы и с помощью наставника, коим являлся Павел в данном ключе, действительно позволила отследить и зафиксировать важнейшие шаги, важнейший отклик от Вселенной. Как мое действие, мой импульс, мое, казалось бы, программное действие незамедлительно вызывает результат со среды. Незамедлительно вызывает отклик среды, фиксируя который снова на каждом следующем шаге возможно делать дополнение. И в итоге за 13 дней вы совершаете буквально квантовый скачок, так можно сказать. Рекомендую этот курс всем, кто нацелен на получение конструктивных результатов от своей деятельности. Рекомендую тем, кто находится сейчас в прострации и неопределенности по поводу того, что собирается делать или как это собирается делать. Все вы получите мощный рывок, мощный шаг на пути к своей мечте. И этот шаг будет иметь измеримые результаты. Еще раз благодарность Павлу и всем желаю успехов. Peace. Небольшая реплика по поводу того, в чем я вижу эффективность курса «Крыло времени» Павла Оболенского и принципиальное такое физическое обоснование этой эффективности. Во-первых, это 13 простых шагов, которые совершаются в течение 13 дней. Они должны совершаться своевременно для эффективности. Это шаги гармоничного программирования и получения результата. Физика окружающего пространства напрочь устроена различными ритмиками, в которые входит и солнечный ритм, то есть солнечные циклы, и лунные циклы, и наши индивидуальные биологические циклы, и много прочих циклов природных. Так вот, в течение 13 дней мы совершаем буквально 3 цикла по 3,5 дня. Это известный в узких кругах цикл программирования биологических систем. Так вот, в течение 3,5 дней совершается каждый большой шаг
состоящий из 3 функций. Это непосредственно программирование, это непосредственно импульс этого результата, вернее, импульс программного кода, который вы записываете в виде целей. Это наблюдение отклика среды или адаптация средой. Это синтез. 3-й шаг всегда это синтез некого нового построения. И 4-й шаг материализация. Он же 1-й шаг адаптации того, что материализовано. И получается, в течение 13 дней происходит синхрония из 3 шагов. В чем еще прелесть этого курса или эффективность, которую он дает? Эффективность рождается за счет публикации собственных целей, намерений в группе и обсуждения этого членами группы, а главное наставником. Некую коррекцию дает, получаете в группе. Но принципиально с физической точки зрения то, что происходит, так называемый феномен наблюдения. Когда известна такая проблема физики, проблема измерения или проблема наблюдателя, которая говорит о том, что именно наблюдатель коллапсирует вероятностную функцию. То есть до того, как произошло четкое наблюдение, четкая фиксация факта того же программного импульса или высказанной цели, высказанной программно своей, публикации ее, наблюдение ее другими людьми, в частности наставником, членами группы, или если предлагается делать публичные действия, то на публике, заставляет коллапсировать ту вероятностную функцию, которую вы до сих пор имели как некий потенциал свой. То есть вы потенциально думали о том, что возможно будет хорошо, если я получу это, или если я сделаю это. И как бы в этом и заключается фишка. В том, что пока и существует неопределенность, не сделан хотя бы даже простой шаг, волновая функция или по-другому вероятностная функция не коллапсирует в конкретную частицу, в конкретно определенный квант, в конкретную определенность. Так вот, курс позволяет произвести эту трансформацию из неопределенности в определенность вашего результата. Ну, это, пожалуй, 2 заметки, которые хочется сделать в отношении эффективности данного курса. Ну и более того, да, 3-м хочется сказать, что есть так называемый принцип подобия, по которому самоорганизуется природа. И мой эксперимент участия в крыле времени показал, что, притом дважды показал, что в группе собираются лица с проблемами, похожими на твои, то есть фрактально подобными тебе. И наблюдая и слушая людей в группе, видя их результативность, видя их действия, ты упрочняешься в своих решениях и, более того, получаешь дополнительные отклики на подобное решение своих проблем. Это очень ценно. Ну и последнее, что я хочу заметить, это персоналии, которые участвуют. Во-первых, персоналия Павла и, соответственно, те, кто набираются в составе группы. Группы не очень большие, но это корректно. Удается поработать со всеми. Так вот, персоналии или наши личности построены на неком таком физическом коде определенных способностей, возможностей, вообще энергетической сборки людей. И учитывая то, что у каждого из людей своя специфика, кто-то катализирует, кто-то направляет, кто-то дает семя идей или семя жизни. У всех разные функции. По Цолькину, по знанию, которое дает Павел, это тоже можно узнать. Но самое главное, что происходит синергия. То есть буквально энергетическая структура Павла и участников, она катализирует или каким-то образом конструктивно дополняет, гармонизирует те процессы, которые в тебе. Благодаря той энергии, которая набирает круг, которая имеется в кругу, круг при должной организации является усилителем. Так вот, действительно работает усилительный сигнал. И если у вас есть намерение получить результат и реально пройти физическую трансформацию, я могу ответственно заявить, как человек, занимающийся физикой, биофизикой, что вы действительно пройдете, так сказать, функциональное преобразование собственных наработок и собственной структуры личности. В итоге получая измеримый квантовый результат. Не вероятность, а именно новое измерение своих возможностей и себя красивого. Всего доброго, друзья.